Привет, друзья! Сегодня у меня для вас один из самых любимых рецептов моей семьи. Пирог печенье с меренгой. Детям он нравится, потому что получается невероятно вкусно. А мне, потому что этот пирог делается в разы быстрее и проще. А получается он действительно не только вкусный, но и невероятно красивый. Часто пеку его на праздники вместо торта. Итак, начнем. Сразу сделаем тесто. В чашу выкладываем сметану, добавляем к ней желтки яиц, соль, сахар и перемешиваем. В другую чашу высыпаем просеянную муку, добавляем к ней разрыхлитель, ванилин, размягченное сливочное масло и перетираем все это руками до образования крошки. Теперь в эту чашу с крошкой выливаем жидкую составляющую теста и замешиваем тесто сначала лопаткой, а затем рукой, прямо в чаше. Окончательно тесто можно вымешать на столе, но муки при этом много не добавляйте, чтобы не забить тесто мукой. Готовое тесто убираем в полиэтиленовый пакет и в холодильник, а сами делаем начинку. Яблоки моем, разрезаем на 4 части и убираем у них серединку. Такие четвертинки яблок легко тереть на терку, чтобы яблочная кожура не попала в начинку. Теперь к тертым яблокам добавляем сахар, немного крахмала и сливочное масло. Ставим сковороду с яблоками на плиту и тушим их на среднем огне, пока не выпарится лишняя жидкость. Но всю жидкость выпаривать не следует, чтобы начинка не получилась сухой, ведь при остывании начинка становится гуще. Оставляем начинку остывать, а сами делаем меренгу. В абсолютно сухой и чистой чаше взбиваем белки с щепоткой соли до появления клювиков у взбитой белковой массы. Только после этого постепенно частями добавляем сахар. Взбиваем белки с сахаром, пока в них сахар не растворится. Масса станет густой и будет отлично держаться на веселках. Добавляем в массу немного сока лимона для придания блеска меренге и взбиваем еще чуть-чуть белковую массу. Теперь достаем тесто и раскатываем его в тонкий лист на бумаге для выпечки по размеру чуть больше противня. Размер моего противня 40 на 30 сантиметров. Толщина теста должна быть не больше полсантиметра. Перекладываем бумагу для выпечки с тестом на противень и формируем небольшие бортики из теста. Теперь выкладываем яблочную начинку на тесто и равномерно распределяем ее по поверхности теста. Кстати, если у вас нет времени и желания возиться с яблочной начинкой, тесто можно смазать каким-либо джемом или повидлом и посыпать рубленными орешками. Я переложила меренгу в кондитерский мешок с насадкой и теперь по поверхности начинки из яблок наношу фигурный рисунок из меренги. Рисунок здесь может быть любой. Если у вас нет кондитерского мешка и насадок, выложите меренгу в полиэтиленовый пакет, отрежьте у него кончик и наносите рисунок из белковой массы на тесто с яблочной начинкой. Вот такой красивый пирог отправляем в духовку, разогретую до 170 градусов на 35-40 минут. Противень я ставлю на средний уровень, включаю оба тына, но без конвекции. Но время выпечки вы контролируете по своей духовке. И вот такой красивый и очень вкусный пирог печенья у нас получился. Дадим ему полностью остыть. А затем я очень аккуратно нарезаю его на порционные куски, отдельные печеньки. Песочное тесто, нежная, не сухая яблочная начинка, хрустящая меренга. Вы понимаете, как это вкусно? Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. Готовьте, а в комментариях пишите, что у вас вышло. Желаю всем здоровья, удачи и приятного аппетита. Пока-пока.